Диафильм, Юрий Заритовский. Лесной конкурс. Художник-постановщик Вячеслав Наумов. Оператор Роман Веселер. Как-то весной собрались звери на лесной поляне. Тут бобер возьми да и скажи: а что, братцы, погрелись мы после зимы на солнышке, пора и за дела. Правильно. Поддержал ежик. Давайте объявим конкурс. Пусть каждый сделает что-нибудь такое, чтоб все остальные удивились, и главное, уважать его за это стали. А осенью посмотрим, кто победил. Предложение ежика понравилось всем. Мало ли, много ли думали звери, но в конце концов каждый придумал для себя дело, только медведь никак не придумает. Все бродит по лесу, кряхтит, в затылке почесывает. Раз идет он по берегу ручья и видит, бобры бревно пилят. «Что делаете?» — спрашивает. А они ему в ответ: «Уходи, не подсматривай. Это пока секрет, подумаешь, бревна пилят». «Тоже мне, нашли чем удивить», — сказал медведь и пошел дальше. Увидел лису и волка. Старается рыжая с серым, сил не жалеют. Что-то из досок мастерят, ну и придумали. Засмеялся медведь. Гвозди в доски заколачивают. Эх, мне бы только придумать, уж я такое сделаю, что ахните. Ходил-бродил косолапый по лесу, да так ничего и не придумал. Сел на скамейку возле своего дома и сидит, вздыхает, вдруг видит, желудь по дорожке идет. Медведь даже рот от удивления открыл. С каких это пор желуди сами по земле ходить стали? Поравнялся желудь с медведем и остановился. Вылез из-под желудя маленький-прималенький муравьишка. Под со лба вытирает. Видно, совсем из сил выбился. «Ты чего это желуди на спине таскаешь?» — спрашивает медведь. «С твоими селенками только песчинки переносить. Погоди, придет время, узнаешь зачем», — ответил муравей и потащил желудь дальше. «Подумаешь», — хотел было сказать медведь, но тут ему в голову наконец-то пришла мысль, как удивить всех. Обрадовался он, даже в пляс пустился. А вот и осень наступила. Опять собрались звери на поляне и пошли смотреть, кто что сделал. К ручью подошли, а он плотиной перегорожен. Рядом мельница стоит. Жернова вертится. Хомячки мешки с зерном к ним подтаскивают, муку мелют. Дальше пошли. А через ручей мостик наведен. Это волк с лисой постарались. С мостика зайцы рыбку ловят, а в лесу чистота и порядок. Ни одной сухой ветки на земле. Под липкой лавочка для отдыха, а в глубине леса шалаш от дождя. Славно ежик с белочкой поработали, эко-диво, ворчит медведь. Вот я сейчас удивлю всех по-настоящему. Айда за мной. Привел он зверей к большому дубу. Самому большому в лесу. Обхватил его лапищами. Навалился, крякнул и вывернул с корнем из земли. «Ну как?» — спрашивает. «Видели?» Ничего не ответили ему звери, а только вздохнули. Ну надо же, какой глупый медведь. Погубил такое хорошее дерево, да еще радуется. Пошли звери дальше и встретили муравья. «А ты что-нибудь сделал?» Спрашивают у него, сами же думают, ну что он может такой маленький. «Сделал», — ответил муравей и повел всех туда, где лес кончается. Вышли звери на опушку. Куда ни посмотрят, всюду из-под земли молодые дубки поднялись. Чудеса! «Как же тебе удалось столько дубков посадить? А я все желуди из-под большого дуба таскал и таскал», — отвечает муравей. «Все ямки копал и копал, потом положил в каждую ямку по желудю и землей засыпал. Дождик землю поливал. Солнышко грело. Вот они и проросли.
И будет теперь наш лес еще больше, чем раньше. Конечно, и плотина, и мельница, и мостик, и все остальное было хорошо и удивительно, но то, что крошка-муравей один посадил дубовую рощу, было удивительнее всего. И решили звери так. Победил муравей, а потом пчелы пирогов с медом напекли, и такое праздничное угощение задали, и только медведю было не до веселья. Никак не мог он понять, как же получилось, что его, такого силача, победил маленький муравей. Конец.